Всем привет! С вами Дарья Ардеева, гитарист и вокалист метал-группы To Ruins, и вы находитесь на нашем научно-популярном канале Metal Art and History. На нашем канале мы очень много говорим о связи метал-музыки и изобразительного искусства, но я задалась вопросом, совместимы ли классический музей и метал? На эту мысль меня уже довольно давно навел замечательный клип на песню Prey австралийской мелодик-металкор банды Parkway Drive. В этом клипе музыканты исполняли свой трек на фоне больших экранов, на которые проецировались фрагменты картины Питера Пауля Рубенса «Падение мятежных ангелов». И это весьма напомнило мне принцип интерактивной выставки, где зритель как бы оказывается помещенным внутрь картины. Зритель находится в помещении, где на все стены и в идеале на потолок проецируются фрагменты картины. Они могут двигаться, динамично сменять друг друга, они могут быть анимированы. Зритель как бы находится внутри трехмерной анимации, которая окружает его со всех сторон. Добавьте к этому объемный звук, и грани между выставкой и шоу, выставкой и концертом могут внезапно оказаться размыты. Почему где-то среди всех этих декораций не могут стоять музыканты, которые в режиме реального времени будут создавать для выставки музыкальное сопровождение? Согласитесь, вполне оригинальная идея. Представьте, что вы посмотрели на тревожные и мрачные полотна, например, абстракции Джексона Поллока, и вокруг вас звучал бы black metal. Да, они весьма подходят друг другу по настроению. Да, это неспокойная классическая музыка или эмбиент, которые обычно звучат на выставках, если на них вообще что-то звучит. Но это нечто уникальное, это яркие впечатления, это погружение в потусторонний, абсурдный и темный мир цвета и звука, что, в общем-то, очень интересно. Никого не удивит то, что в музеях периодически выступают классические музыканты или народники. Это кажется в порядке вещей. Даже солист Рамштайн Тиль Линдеманн снял видео в Эрмитаже. Пусть там он пел совсем не рок, а советскую песню «Любимый город» под оркестровки. Тем не менее, музей позвал его к сотрудничеству. Значит, гипотетически сотрудничество представителей рок-музыки и музеев возможно, и даже дает какие-то плоды. Но пустил бы хотя бы один музей в свои стены метал-музыкантов, сыграть их авторскую музыку, метал-музыку. Эта идея кажется абсурдной. Хотя, казалось бы, что страшного. Ребята просто подключат свои инструменты, отыграют свою программу, они не будут ничего громить. Не обязательно даже делать это на фоне экспонатов, чтобы не повредить их. Это можно делать в отдельных концертных помещениях, актовых залах. Можно использовать мультимедиа-средства, чтобы проецировать изображение на стены и тем самым совмещать выставку и концерт. Какой бы абсурдной ни казалась эта идея, я решила проверить ее в интернете. Сотрудничал ли когда-либо какой-нибудь музей или хотя бы частная галерея с метал-музыкантами? И, ух ты, оказалось, что в одной стране такой идее дали зеленый свет. Музей пригласил black metal музыкантов, а это довольно тяжелый жанр, это даже не Рамштайн или не какой-нибудь power metal, пригласил их озвучить картины и провести совместную выставку. Как думаете, что это была за страна? Разумеется, далекая и холодная Норвегия, родина блэк-металла. Чем славится Норвегия, помимо прекрасных фьордов и душераздирающих воплей гримированных адептов мрака? Ну, например, картинами норвежца Эдварда Мунка. Кстати, на самой знаменитой его картине тоже кричат. Именно музей Эдварда Мунка в Осло пригласил к сотрудничеству норвежских блэк-метал музыкантов озвучить картину художника и даже запланировал провести в 2022 году совместную выставку. Создание музыки по мотивам полотен Мунка было проспонсировано такими норвежскими государственными программами, как Innovation Norway и Visit Norway, и, разумеется, самим музеем Мунка в Осло. Эти организации призвали 4 разных норвежских исполнителей, работающих в разных жанрах, создать музыкальные произведения по мотивам любой свободно ими выбранной картины Мунка. Задачей исполнителей было представить их собственный взгляд на картины мастера и их собственную интерпретацию. Что же это за организации такие, Innovation Norway и Visit Norway, что не чураются сотрудничества с металлом? Согласно сайту Visit Norway, Innovation Norway – это важнейший инструмент правительства Норвегии для инноваций и развития норвежских предприятий и промышленности. Своей задачей, согласно сайту, организация видит созданию Норвегии имиджа привлекательного туристического направления, продвижение норвежских предприятий, норвежского бизнеса и так далее.
Visit Norway же это сайт для иностранных туристов, представляющий информацию о Норвегии как о туристическом направлении, предоставляющий информацию о норвежской культуре, достопримечательностях, природе и так далее, ну а также о музыкальных мероприятиях и фестивалях. Именно на этом сайте можно прочитать информацию о коллаборации музея Мунка и норвежских музыкантов, посмотреть, какие они выпустили клипы, прочитать более подробную информацию о группах. То есть, без шуток, норвежский блэк оказался поддержан норвежским правительством и рассматривается как инструмент повышения туристической привлекательности Норвегии. И без шуток я считаю, что это очень действенная стратегия, потому что Норвегия делает акцент не только на продвижении своей традиционной культуры, но и на продвижении культуры современной, которой на самом деле увлекается огромное количество людей. Массовая культура – это то, что можно транслировать зарубежному обществу, чему можно его увлечь, чему можно привлечь его в твою страну. И Норвегия это поняла. То есть, если какой-нибудь metalhead уже давно хотел посетить Норвегию, прийти на какой-нибудь метал-концерт или метал-фестиваль, то теперь-то он уж точно сорвался бы в путь. И еще и приобщился бы к норвежской культуре, зашел в музей Мунка, посмотрел бы его картины, узнал бы об этом больше. То есть, сплошные плюсы. Ну, опять-таки, если бы не пандемия. В первую приглашенную к сотрудничеству четверку вошли норвежский диджей Матома, фольк-коллектив Ниградер Норд, поп-музыкант Гунделах и блэк-метал группа 1349, 1349. Название группы не пустой набор цифр. В 1349 году страшная чума унесла жизни 60% населения Норвегии. 1349 очень ответственно подошли к делу и записали трек по мотивам картины «Dødskamp» у смертного одра или «Борьба со смертью». Сами музыканты в промо-ролике говорят: есть нечто общее в той тьме, с которой мы и Мунк работаем. 1349 и Мунк черпают множество энергии из одного и того же источника. Или другая цитата этих ребят с того же сайта Visit Norway. Творчество Мунка – это крик, который пробирает тебя до печенок. Гитарист коллектива Архаон признал: его, то есть Мунка, картины невероятно мрачные и тревожные, они внушают трепет, отражают помесь боли, смятения и одиночества. Во всяком случае, именно так я их воспринимаю. И это именно то, что подходит нашей музыке. Я выбрал работу «Dødskamp», что означает «борьба со смертью», и, конечно, говорит «нет», орет за себя. Картина Мунка действительно необычайно экспрессивная и эмоциональная, а мотив крика очень распространен в его творчестве, как и в творчестве экспрессионистов в целом. Пожалуй, с метал-музыкой его творчество роднят частые темы смерти и одиночества, они пронизывают творчество Мунка насквозь. Большое впечатление на Мунка произвели смерти, постигшие его семью, когда он был еще ребенком. Его мать скончалась от туберкулеза, когда ему было всего 5. Когда ему было 15, та же болезнь забрала его старшую сестру Софи. Воспоминания о болезни сестры легли в основу одной из первых крупных картин Мунка «Больной девочки». Впоследствии он неоднократно обращался к теме портретов людей, находящихся на грани смерти. Он создал целую серию картин на тему комнаты умирающего. У другой его сестры была диагностирована шизофрения, а отец Мунка отличался глубокой религиозностью, порой доходящую до психонервоза. Из-за его пылких проповедей у юного Мунка были проблемы со сном, и он мучился видениями ада. Конечно же, все это оказало глубокий отпечаток на его творчество. Для творчества Мунка, как и других экспрессионистов, характерно восприятие реальности через призму острых эмоций, таких как боль, тоска, разочарование, агрессия, печаль. Художественные средства направлены на выражение этих чувств. Используются яркие, контрастные, кричащие цвета, такие как токсичный зеленый и соседствующий с ним яркий красный, грубые обобщенные формы, деформация реальности, искажение тел. Именно здесь, как мне кажется, возможен поиск пересечения метал-музыки и живописи экспрессионизма, ведь эти музыканты и художники-экспрессионисты исследуют одни и те же темы и одни и те же чувства. Метал-музыка и сама, можно сказать, является экспрессионизмом, от слова «экспрессия», то есть выражение чувств, что противопоставляется импрессии и импрессионизму, от слова «впечатление», то есть наше впечатление от внешнего мира. И метал-музыка и живопись экспрессионизма выражают внутренние чувства творца, внутренние чувства художника. Этот наш крик о боли, агрессии, своем несогласии, чем бы это ни было, это наша экспрессия. Поэтому, мне кажется, музею Мунка удастся реализовать его задумку и найти здесь точки пересечения металла и живописи экспрессионизма, показав схожие чувства и как эти чувства интерпретируются музыкантами и художниками.
На 1349 сотрудничество музея Мунка и норвежского Блэка не закончилось. Следующими в дело включились Сатирикон, еще один известнейший и коммерчески успешный, как то ни странно, блэк-метал проект родом из Норвегии. У них с 1349, кстати, один и тот же барабанщик, известный под псевдонимом Фрост. С 2018 года Сатирикон работали над созданием музыки по мотивам полотен Мунка. Стало быть, они сочинили уже не одну песню, а несколько, раз так долго над этим работают и готовят такой масштабный проект. Возможно, нас ждет целые альбомы. На 2020 год был запланирован переезд музея Мунка в новое здание на берегу Ослофьорда, которое в 5 раз больше здания предыдущего. Похоже, из-за пандемии процесс переезда в новое здание затянулся. Однако новое здание уже готово, и, согласно новостям, летом 2021 года произведения из старого музея были перемещены в новое здание. Так что, наверное, зимой, весной 2022 года нас может ждать масштабное открытие нового здания. Ну, как нас, норвежцев, которые смогут посетить все эти мероприятия. Наверное, именно тогда, в 2022 году, и произойдут те мероприятия, для которых предназначалось создание музыки по мотивам полотен Мунка. По крайней мере, на сайте Visit Norway сказано, что заказанные им произведения должны были звучать на открытии нового музея Мунка в 2020 году, а также на международных выставках Мунка, которые должны были пройти в Пекине, Токио, Москве, Лондоне и так далее. Стало быть, все это переносится на обозримое будущее, когда то позволят пандемийные условия, и, возможно, мы когда-нибудь увидим получившуюся выставку и в Москве или других городах России, если она там проедет. На февраль 2022 года в музее Мунка запланирована совместная выставка Мунка и Сатирикона, которая так и называется нескромно «Сатирикон and Munk». То есть Сатирикон как бы написан прежде Мунка. Призвана эта выставка, цитата, «исследовать пересечение блэк-металла и визуального искусства». То есть как раз то, о чем мы с вами говорили, поиск схожих тем, схожих настроений, схожей интерпретации разных сюжетов. Я думаю, она будет посвящена этому. Также в промо-ролике от музея Мунка на ютубе среди возможных точек пересечения указана возможность и Мунка, и Сатирикона работать в разных жанрах и с разными материалами. Так, Мунк создавал и картины, и литографии, и гравюры на дереве, и резьбу по дереву, и так далее. У Сатирикон же в одном альбоме могут соседствовать и сырой блэк-метал звук, и акустическая гитара, и флейта. С определенного момента творчество Сатирикон становится более коммерциализированным, кто-то даже сравнивает по звучанию с индастриалом. Появляется традиционная структура песен, состоящая из куплета, припева, то есть Сатирикон тоже весьма разный в своем творчестве, они эволюционируют, и оно весьма интересно. Собственно, тоже можно сравнить с какой-то эволюцией творчества Мунка, либо с теми направлениями, жанрами, в которых они работают. Обещают, что в феврале 2022 года мы, может не мы, а норвежцы, которые придут на эту выставку, увидят нечто уникальное, чего не было до сих пор. Специально для этой выставки Сатирикон будет сочинена особая музыка именно по картинам Мунка, что тоже очень интересно. Собственно, как сообщает музей Мунка, когда вы войдете в большой зал на 10-м этаже музея, эта выставка создаст атмосферу, которая откроет новые возможности для творчества Эдварда Мунка и музыки Сатирикон. Большими деталями мы не располагаем, то есть пока неизвестно, что это будет, будут ли это просто картины на стенах и музыка Сатирикон, звучащая из колонок, будет ли это выставка с использованием мультимедиа-технологий, где картины будут проецироваться на стену и будет объемный звук, воспроизводящий, опять-таки, произведение Сатирикон. Может, это будет концерт и что-то подобное, это неизвестно. Посмотрим, во всяком случае, что выйдет из этой идеи. Она очень интересная, инноваторская. Может, музей Мунка расширит свое сотрудничество с другими метал-группами, и мы услышим еще новые песни по мотивам художника. Может, это даже станет для них традицией. Может быть, опыт этого музея перенимут и другие музеи. Будем следить за новостями и надеюсь, что в следующем году мы еще снимем ролик о том, что же в итоге получилось у норвежцев. Спасибо за внимание, с вами была Дарья Ардеева, гитарист и вокалист метал-группы The Ruins. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, скоро у нас выходит новый альбом. Спасибо!